Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Так сказать, бро-поглаживание. Девятое место. За эти взгляды и умереть, и убить не жалко. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Это же мне не показалось. Вы тоже это видите? Седьмое место. Для Чангука Ким Тэхён – это тот, на кого ты поворачиваешься. Видишь, что он уже смотрит на тебя и обращает внимание на все, что в тебе есть. Шестое место. Поведение пары. Столько лет вместе, а они не могут смотреть в глаза, не стесняясь. Все эти годы рядом, а как они смотрят друг на друга. Все еще думаю об этом моменте из клипа Тэхёна. Пятое место. О чем он думал в этот момент? Четвертое место. Забота. Чангук в тот день чувствовал себя не очень, и Тэхён старался уделить ему все свое внимание.
Третье место. Новости. Тэхён является победителем декабрьского голосования в день рождения Idol Champ. Это 6-я победа Тэхёна. В качестве награды в месяц его дня рождения будут вручены различные цифровые вывески в Сеуле, Хонгдэ и DMC. Брачные танцы у них, а в горле пересыхает у нас. Австралийский журналист Джеффри Джеймс в Твиттер: «Slow dancing от Тэхёна – это вау. Я не видел такого раньше. Одновременно красивые декорации, а он в лучшей форме. Сногсшибательный». Он прокомментировал викник Тэхёна. Как же гармонично они сочетаются в любом из своих образов. Джин отвечает на вопрос Арми о том, какие мысли были у него при написании «I'll come to you». Он ответил: «Для меня прошло так много времени с тех пор, как я последний раз выступал, особенно учитывая то, что я пошел в армию. Как только я пополнил ряды солдат, понял, что очень скучаю по всему тому, что было. Я все время думал, я так хочу выступать и так сильно скучаю по армии. Что мне делать с этими чувствами?» Ранее я за собой обычно такого не наблюдал, потому что я очень спонтанный человек. Но тут я подумал, другие люди говорят о том, что записывали свои чувства в армии, чтобы потом превратить их в тексты песен. Может, мне тоже стоит попробовать? И я стал все записывать. Поскольку у меня начало развиваться чувство тоски сразу после зачисления, думаю, именно поэтому моя песня в итоге получила такое название. Два года назад они поучаствовали в Run Challenge. Любимая поза Тэхёна для фотографий. Любовь Чангука к рваным джинсам. Статья о выпуске «Белого Рождества» Тэхёна и Бинга Кросби была опубликована в Бостон Кориа, местной газете корейского сообщества в Массачусетсе, США. Тэхён выпустит дуэтную песню «White Christmas» с легендарным поп-певцом Бингом Кросби 6 декабря. Ви переосмысливает и поет части этой песни, которая является знаменитой песней Бинга Кросби и песней, которая представляет его со своими собственными нюансами. Big Hit представляет. Это вечное сотрудничество между двумя иконами, Тэхёном и Бингом Кросби, а дуэт с Бингом Кросби появился спустя 47 лет после сотрудничества с Дэвидом Боуи в 1977 году. Эта работа начинается с давнего уважения Тэхёна к Бингу Кросби.
Тэхён также продемонстрировал свои способности как сольного исполнителя, выпустив свой первый альбом «Layover» в сентябре прошлого года и цифровой сингл «Friends» в марте этого года. Он был призван в армию в декабре прошлого года и в настоящее время находится на действительной военной службе. Он будет уволен из армии в июне следующего года. Если бы комфорт был человеком, то это был бы он. То, как этот пирожочек вытирает пот. Брат Джина Ким Сак Джун опубликовал пост «Подарок» из шоукейса «Хэппи». Golden Чангука стал первым и самым длинным сольным альбомом, который входил в глобальный чарт альбомов Spotify 54 недели подряд. Сольный альбом Чангука Golden продолжает свою золотую серию новых пластинок. Первый сольный альбом Чангука Golden, выпущенный в ноябре прошлого года, занял 30 место в чарте Weekly Top Album Global, опубликованном Spotify, крупнейшей в мире платформой потоковой передачи музыки. Начиная с прошлой недели, Golden вошел в чарт Weekly Top Album Global, установив рекорд пребывания в этом чарте 54 недели подряд, став первым и самым продолжительным альбомом азиатского сольного исполнителя за всю историю. Golden не выходил из топ-50 чарта вот уже 54 недели, доказывая свой мощный потенциал и высокую популярность. Чангук занял 75 место в чарте Weekly Top Song Global со своим сольным синглом Seven и заглавной песней Standing Next to You с альбома Golden в общей сложности из двух песен снова заняли 196 место. Seven и Standing Next to You также вошли в чарт на длительные периоды – 70 и 53 недели соответственно. Недавно Чангук стал первым и самым быстрым азиатским певцом, преодолевшим 2 миллиарда прослушиваний с Seven, и продемонстрировал свой потенциал, войдя в 2 Billions Club Spotify. Чангук достиг 1 миллиарда прослушиваний со своей сольной песней Standing Next to You, став первым азиатским сольным певцом, чьи 3 песни превысили 1 миллиард на Spotify. То, как Чангук улыбается бровями. Этот взгляд Тэхёна. Тэхён вот такой малыш.
Новая национальная петиция с требованием проведения парламентских слушаний и законодательных реформ в связи с недавними разногласиями Хайп. 15 ноября гражданин, известный как А, подал петицию, призывающую к проведению слушаний и внесению юридических поправок для устранения недостатков в действующих законах, выявленных в результате действий крупных развлекательных компаний, таких как Хайп. Подробности и обоснование петиции. Согласно ей, петиция направлена на то, чтобы подчеркнуть слабые места в действующих законах, выявленные в результате разногласий вокруг Хайп, единственной развлекательной компании, признанной крупным конгломератом. Представитель ей заявил, цель этой петиции – устранить пробелы в законодательстве, выявленные в деятельности компании. Слушания необходимы для обеспечения справедливого и прозрачного расследования многочисленных обвинений, связанных с руководством и деловой практикой этой компании. Проблемы, затронутые в петиции. Записи, связанные с признанием Хайп лучшей компанией. Эй сослался на отсутствие документации для процесса отбора Хайп в качестве ведущей компании. Несмотря на требования закона о делопроизводстве к государственным служащим сохранять все записи, относящиеся к их работе, по крайней мере в течение 1 года. Присвоение статуса лучшей компании дает значительные преимущества, такие как отсрочка налоговых проверок и освобождение от регулярных трудовых инспекций, всего около 200 льгот. Утверждение в отраслевых отчетах. Эй указал на отчет музыкальной индустрии, который якобы содержал уничижительные высказывания о других айдол-группах, назвав его клеветническим. В петиции также подчеркиваются подозрения в антиконкурентной практике, такой как монополизация платформ, инсайдерские сделки между аффилированными лицами, недобросовестные сделки между лейблами, чрезмерная комплектация альбомов и использование случайных фотокарточек. А обратился к парламенту с просьбой расследовать, приняли ли регулирующие органы какие-либо меры в связи с этими утверждениями и при необходимости внести поправки в существующие законы или создать новые, чтобы закрыть лазейки. Обвинение в лоббировании интересов журналистов. Эй рассмотрел обвинение в том, что Хайп пыталась лоббировать интересы журналистов, сославшись на дело 2022 года, в котором 100 журналистов были приглашены за границу с оплатой авиабилетов и предоставлением жилья, что потенциально нарушало законы о борьбе со взяточничеством. Кроме того, Эй призвала провести расследование попытки лоббирования, о которой сообщалось в сентябре 2024 года, и призвала ужесточить правила в соответствии с законом о борьбе со взяточничеством и законом об арбитраже в прессе, чтобы ввести более суровые наказания за ложные или преувеличенные сообщения в СМИ. Проблемы, связанные с эксплуатацией работников и переутомлением на работе. Эй выделил утверждение сотрудников о чрезмерном количестве рабочих часов, о том, что неиспользованное время отпуска засчитывается в платежную ведомость без разрешения, а также об отсутствии мер защиты работников. Эй призвала парламент расследовать нарушения трудового законодательства. По состоянию 18 ноября петиция собрала более 13 тысяч подписей. Учитывая, что отдельная петиция о лишении Хайп статуса крупнейшей компании собрала более 50 тысяч подписей в течение 10 дней, существует большая вероятность, что эта петиция может также достичь порога. Приведет ли это к парламентским слушаниям, посвященным исключительно Хайп, еще предстоит выяснить, но растущий общественный интерес и пристальное внимание предполагают, что это возможно. Он такой милашка. Только он может носить банданы и выглядеть в них как самое прекрасное существо в мире.
Так красив, что я умираю. Шрамики Чангука. Рожден быть принцем, но вынужден быть айдолом. Внимание, количество пространства, которое этим двум нужно между друг другом. Извините, но я не могу позволить вам прожить этот день без Кьюти Патути Чангука. Мальчики краше цветов. Тэхён как социальная бабочка. Тэхён просто приоткрывает рот. Коллективный разум всех армий пищит. Можем ли мы поговорить о том, как Тэхён выходит на сцену для получения наград во время премий?
Вы не понимаете, Чангуку очень нравится быть послушным мальчиком. Мед, на который ни у кого нет аллергии. Кудрявый Тэхён – мой фаворит. Еда является действительно вкусной, если Чангук просто. Согласитесь, что никто, кроме Тэхёна, не выглядит настолько привлекательно в рубашках. Вы бы смогли устоять перед этими оленьими глазками? Вот и Тэхён не смог. Взгляд, который может снести только один человек. Второе место. Это так интимно. Как тонко и незаметно сократить расстояние между друг другом, потому что вам всегда при любом удобном случае нужно быть рядом. Уровень Тэйкук. А у вас есть такой бро, с которым вы вот так спите? Или это только в Корее так принято? Первое место. Рядом с ним любыми способами.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.